Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую, вернее, идея у меня по вязанию пончо. Пончо может быть связано как для летнего варианта, так и для зимнего. В первых видеокадрах вы видели именно это пончо. Но пока мы с вами будем работать, я думаю, у вас появится масса идей, как можно применить этот узор. И вот это именно идею вязания по кривой, да, и по прямой линии. У меня есть вот такая вот, сейчас мы посмотрим с вами поближе, да, выкройка. Вяжется этот треугольник до определенного момента, до 67 сантиметров, как нам скажет. Затем мы с вами будем вязать по прямой для рукава и будем соединять. Вот у нас 15 сантиметров горловина, 58 это рукав, и вот здесь мы с вами внизу от рукава тоже соединяем. Почему будет прекрасно смотреться, как и пляжный вариант, да? Это замечательная идея, очень простой узор. Вязание как по кривой, так и по прямой линии мы с вами можем применить в любых наших изделиях. Схема это будет в конце видео, я тоже выложу вот именно то, что у меня есть по этому пончо. И выложу, конечно, в соцсетях, вернее, в Фейсбуке и в сообществе. У меня был вопрос такой, не знаю, как зайти в сообщество. Заходим на главную страницу канала, есть кнопка сообщества, нажимаем на нее, и там выходят все публикации, которые я делаю, именно связанные со схемами. Если это непонятно, есть ссылка под видео на Facebook, нажимаете на ссылку, заходите на страничку мою Фейсбука, там тоже листаете, находите то, что вам интересно. А сейчас приступим. Итак, начинаем мы с вами с первой воздушной петельки. И смотрите, я ее вот как бы не затягиваю, я вот так вот оставляю, да, как бы скользящую петлю мы с вами сделали. Просто зашла, да, и вот через мою петелечку я прохожу и протянула, но не затягиваю, как мы обычно это делаем, а оставляю вот это колечко. И с этим колечком как бы мы с вами будем сейчас работать. Запуталась. И придерживаем это не затянутое кольцо и нашу петлю. И с этой точки я вяжу 1, 2, 3. Накид. Захожу вот в наше маленькое колечко, столбик с одним накидом. 3 воздушных петли, накид, и в это же колечко еще столбик с одним накидом. Связали, и следующий рядом подряд еще второй столбик, вот так. Ну и теперь я в принципе могу затянуть вот это колечко и потом уже в готовом изделии спрятать этот хвостик. Вот как бы угол начала нашего вязания. 1, 2, 3. Можем повернуть сейчас, можем сначала повернуть. Теперь смотрим. Вот наш столбик. Я делаю еще одну воздушную петлю, расстояние между столбиков, и захожу как бы во второй столбик. Связала столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, накид. Теперь захожу под арочку, столбик. 1 воздушная петля. Следующий столбик. 1 воздушная петля, столбик. 1 воздушная петля, и теперь мы заходим с вами сам столбик. То есть у нас в итоге должно получиться, видите, 3 столбика, между ними по 1 воздушной петле под арочку, и мы отфиксировали столбики нижнего ряда, тоже столбик. Теперь у нас остался с вами вот эти первые 3 петельки подъема. 1 воздушная петля. На схеме показано 2 накида, поэтому я вяжу 2. Ну а там можно будет уже корректировать, у кого какое натяжение. Столбик с 2 накидами. Вот так вот. Мы с вами связали второй ряд.
Поворачиваем вязание. 1, 2, 3. Накид. Вот в этот же первый столбик вяжу 1 столбик, 3 воздушных петельки, накид, следующий столбик. Мы с вами формируем, да, следующую ракушку, вот такую же, да. В уголочке у нас пошло расширение. 1, 2, 3. Вот из этих 3 столбиков, которые у нас под арочку, я захожу в центральный, вяжу столбик без накида. 1, 2, 3, накид. Вот наш с вами первый столбик. Я зашла в него. 1 столбик, 3 воздушных петли, накид, столбик. С одним накидом, да? И последний столбик у нас с вами с 2 накидами. Вот что получается. Поворачиваем вязание. Теперь мы эти ракушки с вами заполняем. 1, 2, 3 столбик, 1 воздушная петля, накид. Захожу во второй столбик. 1 воздушная петля, под арку столбик 1, воздушная петля, столбик 2, воздушная петля, столбик 3, воздушная петля и в сам столбик. Одна воздушная петля. И вот здесь у нас с вами был столбик без накида. Мы в него зашли, связали столбик без накида. 1 воздушная петелька, накид, и, как вы понимаете, идет повторение. Столбик в столбик, петелька, 3 столбика под арку через 1 воздушную петлю. Прекрасная идея для летнего, допустим, пончо, да и в принципе зимняя тоже будет смотреться отлично. Сам столбик, да, связали. Теперь 1 воздушная петля, 2 накида, и в последние столбики мы всегда с вами вяжем столбики с 2 накидами. Вот смотрите. Поворачиваем с вами вязание. И в этом ряду мы с вами будем опять формировать начало вот этих наших ракушек. 1, 2, 3. Столбик подъема, накид. И вот в этот же первый столбик, да, для расширения вяжем столбик. 3 воздушных петельки, накид. И в эту же петелечку столбик. Сделали. 1, 2, 3. Вот наши 3 столбика, которые шли в арочку. Мы ищем с вами 3, вернее 2, центральный, да, и зашли в него, связали столбик без накида. 1, 2, 3, накид. Вот в этот столбик без накида, который был у нас 1, потом 2, мы зашли в него и вяжем с накидом 1, 3 воздушных петли, накид, с накидом 2, 3 воздушных петельки, 1, 2, 3, вернее даже мы смотрим с вами, вот они 3 столбика под арочку, да, вот они, значит мы в центральный, во 2 столбик без накида. 1, 2, 3, накид. Вот наш последний столбик. Мы заходим в вершину этого столбика. 1 столбик, 3 воздушных петельки, накид и 2 столбик. Вот мы с вами разбили как бы для следующих ракушек. Смотрите, вяжется очень быстро, получается красиво. Повернули вязание. Что здесь? Помним. 1, 2,
3 столбик, воздушная петля, накид, вот наша арочка, в нее зашли 1 столбик, петля, 2 петля, 3 петелька, накид, сам столбик. Связали столбики, да, теперь 1 воздушная петелька и 2 столбик, столбик без накида. 1 воздушная петелька, накид, в сам столбик зашли, петелька и под арку 3 столбика через 1 воздушную петлю. И 3 воздушная петля, накид, в сам столбик, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, накид, в 1 столбик, петелька, 3 столбика под арку, 2 и 3 воздушная петелька. Что у нас с вами здесь? Столбик, да? Воздушная петелька, 2 накида и последний столбик в петле подъема. Вот, смотрите, как прекрасно смотрится этот уголок. Я сейчас свяжу еще несколько рядов, и мы уже посмотрим. Далее, даже не знаю, стоит ли уже дальше показывать. То есть тут понятно, опять-таки, 1, 2, 3. Это столбик, накид. В этот же столбик, да, мы с вами расширяем опять наши эти ракушки. Столбик с 1 накидом, 3 воздушных петельки, накид. Следующий столбик. Да? Вот у нас были ракушки, сюда мы вяжем 3 воздушных петельки. Из этих 3 столбиков центральный столбик без накида, 3 воздушных петельки, накид. Вот здесь у нас был с вами столбик без накида, мы в него вяжем столбик, 3 воздушных петли, 2 столбик. Получается, расходится, да? В принципе, мы можем с вами не только связать пончо, это может быть прекрасная, допустим, и шаль, бактус, то есть примеров использования. В конце концов, посмотреть, у нас получается прямой угол, да, мы можем с вами даже кофту каким-то образом оформить, будет наш узор идти вот так вот, и далее откорректировать, допустим, пройму, горловину, то есть прекрасно, очень быстрый узор и очень хорошо смотрится. Итак, мы с вами постепенно вяжем с одного уголка, да, вот такой треугольник. Как нам рекомендовано, то вот на длине 67 сантиметров мы должны с вами сделать уже ровное вязание, не расширяться, а вязать по ровному. Давайте посмотрим. Вот если посмотрим с вами на выкройку, да, то видно, что до определенного момента у нас идет вязание, а потом мы идем 13 сантиметров, вяжем с вами по прямой линии. И вот у нас с вами есть рекомендация или схема, как мы можем с вами выйти на ровную линию. Что сейчас с вами и сделаем. Завершили мы с вами вязать вот очередную как бы ракушку, да, и вот с этой точки нам нужно идти по прямой. Мы вяжем с вами 1, 2, 3, то есть как бы столбик, воздушная петля, накид и в эту же петельку опять-таки столбик. 1, 2, 3, заходим во 2 петлю и 1, 2, 3 делаем накид, заходим в этот столбик без накида, вяжем столбик, 3 воздушных петельки и 2 столбик, 3 воздушных петельки и во 2 столбик нижнего ряда связали столбик, да? Этот ряд у нас с вами повторяется.
Прошли весь ряд, и последний ряд, как вы помните, мы здесь с вами вязали одну воздушную петлю в начале. В конце точно так же. В последний столбик столбик, одна воздушная петля и еще один столбик. Не 3. Так, когда мы с вами расширяем. Теперь повернули вязание. 1, 2, 3. Это столбик, одна воздушная петля, накид. И вот в этот одну воздушную петельку мы с вами свяжем один столбик, одна воздушная петля, и затем заходим в сам столбик. То есть не 3, а всего лишь один столбик через воздушную петлю мы с вами вяжем именно в угловом, для того, чтобы у нас выровнять была прямая, да, не угол, а прямая. Теперь одна воздушная петелька, сюда мы вяжем с вами столбик без накида, одна воздушная петелька, ну, дальше все повторяем. Повторять не буду, потому что и так уже, в общем-то, все понятно. Воздушная петля и 3 столбика. Прошли весь ряд, дошли до угла. Одна воздушная петелька, столбик в сам столбик, воздушная петелька, столбик под арочку, воздушная петелька, столбик в сам столбик. Вот так. Видите, уже сейчас видно, что у нас пошло не расширение, а прямая линия под углом 90 градусов. Теперь с этой точки я вяжу одну воздушную петельку и в этот столбик вяжу столбик без накида. 1, 2, 3 накид. Вот наш столбик без накида, в него формируем с вами для ракушки 2 столбика через 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Здесь во второй столбик. Ну, далее все понятно. То есть в начале мы с вами вот как здесь столбик без накида, и здесь мы как бы вершинку связали столбик без накида. Так провязываем. Прошли мы с вами весь ряд, и что теперь? Мы просто последние 3 воздушных петельки и в петлю подъема вяжем с вами столбик без накида. Вот так. А далее мы с вами... Итак, мы с вами вот завершили, да? Теперь вот сюда мы будем вязать столбики, а вот сюда будем столбики без накида. Поэтому одна воздушная петля, фиксируемся столбиком без накида, одна воздушная петелька, накид, и мы заходим с вами в первый столбик. Далее все повторяется. Накид, второй столбик, вот третий, четвертый, накид, и вот пятый. Да, одна воздушная петелька и в столбик без накида. Я показала вам начало, для того, чтобы вы видели, как у нас переходит с угла косого в прямой угол наше полотно. Далее все повторяется. Вот, пожалуй, и все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч.